Всем уже надоело, наверное, но экономика важна. Экономика важна. Масштабирование невозможно. Ты не можешь привести, как бы ты еще тестил и их запустить. Лучшая кнопка отсутствие кнопки. Китайские автомобили норм сегодня или нет? До сих пор как бы скорости роста рынка двухзначные. Мы же не меняем цены каждый день, да, там каждую неделю. Если мы говорим там про электрички вообще, да, то как бы китайцы здесь, ну, там очень сильно впереди всех, наверное. Будет как бы там одна-две компании, которые, наверное, выживут, но это неизбежно ведет к тому, что цены как бы как-то будут подрастать. Всем привет, это подкаст «Куда мы катимся», меня зовут Юрий Николаев, и сегодня выпуск, наконец-то, про каршеринг. И говорить мы будем сегодня с генеральным директором компании CityDrive Эдуардом Мингажевым. Эд, привет. Юра, привет. Доброе утро. Давай начнем с того, что ты, я тебя представил, да, но будет здорово, если ты сам про себя расскажешь, откуда пришел, как давно в CityDrive, как поднимался по карьерной лестнице, вот дорос до гендира. В общем, расскажи про себя, про свой бэк. С удовольствием. Последние 3 года я нахожусь в CityDrive. Разные были позиции у меня. Текущая позиция генеральный директор. До этого вообще путь был очень разный. После университета в Москве я пошел сначала в банк. У меня были такие амбиции стать трейдером, и первые 3 года работы я провел в Deutsche Bank с ребятами в команде. Торговали мы разными инструментами, кроме акций. Банды, ставки, свапы, в общем, много-много всего. Но вот потом, в 2014 году, как-то стало понятно, что карьерная лестница там что-то как-то не двигается. Вот, и я ушел в Uber. В Uber я провел 3 года до сделки с Яндексом, потом немного в Яндексе. После Яндекса был небольшой перерыв, я занимался грузовыми перевозками, как бы год. Потом ушел в Ситимобил. Ситимобил отвечал за операции, за все. Из Ситимобила пришел в UDrive с командой, и, собственно, история как бы UDrive поменялась в компанию как бы CityDrive, и вот последние 3 года у нас большие изменения и быстрый рост. Примерно вот так. Сам я из Челябинской области, простой парень, занимаюсь спортом, работой. 3 детей у меня. Выложил такой профиль, да? Спорт. А что за спорт, чем занимаешься? Был очень разный спорт, на самом деле. Изначально было дзюдо, но папа меня учил там и на лыжи кататься, и волейболом заниматься. Последние 6 лет я занимаюсь триатлоном. Вот, но это очень такая история. Для кого-то я вроде сильно занимаюсь, а для ребят, которые по-настоящему увлечены как бы триатлоном, это, наверное, такое, как бы нахожу время позаниматься, чтобы быть в форме. Вот, не более того. Да не, всегда есть кто-то круче. Вот, кто больше упарывается, тот как бы и выше всех. Так, как бы sky is the limit, да, там ребята такое делают, что я считаю, что я мало занимаюсь иногда. Окей, давай поговорим, наверное, про рынок. Угу. И вопрос, давай, я вот хочу начать так. Вообще расскажи год году, 21 к 22. Вот у меня было ощущение, что немножко как-то все так приостановилось в индустрии, да, каршеринга, я имею в виду в России. Угу. Прав ли я здесь? Расскажи, как видишь ты знаешь там цифры, ты знаешь рынок гораздо глубже меня. Вырос, не вырос, вот давай про это поговорим. Давай, наверное, как в целом, да, про историю каршеринга, чтобы было понятно там по динамике развития в целом, как бы что я видел, что я не видел, такие общие мысли, да, и как бы размышления. Вообще рынок молодой, да, то есть рынок там, по сути, существует как бы 8 лет, даже 10 лет нет, да, то есть говорят, что есть разные споры, как бы кто был первый, кто первый запустился. Это нормально, мы тут как бы не будем, наверное, об этом размышлять, но идейно как бы рынок очень молодой, до сих пор как бы скорости роста рынка двухзначные, да, то есть как бы год к году рынок растет, как бы довольно быстро. Вот, например, там по августу аналитика наша, что как бы год к году рынок вырос там примерно на 25%. То есть как бы динамика ежегодная, как бы 25-30 рынок растет.
Были разные фазы, да, сначала там был запуск каршеринга, разные компании были, было там до 10 компаний, все появились, обороты набрали. Парки были как бы не очень большие, понятно, но очень много ребят, кому было интересно, и все пытались позапускаться. Даже был момент, мне кажется, когда у всех более-менее экономика сходилась, и видно было, что вроде как бы бизнес работает, надо бы всем масштабироваться. Но потом была фаза такая, как бы сжатия немного, да, как бы агрегация между собой, часть игроков подваливалась. Я ее связываю как бы с выходом Яндекса на рынок. Да, как бы Яндекс очень сильно, ну, они ребята в целом очень сильные, и как бы ставки делают по полной, да, то есть нет там такого, что мы тут чуть попробуем. Вот, и когда они заявили 10 тысяч там машин своих на рынок, то как бы рынок потребление услуги, оно резко поменялось, да, то есть изначально были какие-то машины разные, были как бы компании, и вроде там нужно выбирать, как бы с кем ты поедешь, почем ты поедешь, а тут стало понятно, что есть Яндекс, и покрытие у них сильно больше, доверие к Яндексу очень высокое, поэтому это сильно очень переложило спрос в сторону Яндекса, ну и многие ребята, кому было как бы тяжело жить в условиях, что как бы загрузка ушла там на Яндекс, им стало очень больно, и, по сути, рынок перешел в фазу такого перестройки, да. После этого осталось 4 компании, которые, ну, по большому счету, как бы до сих пор живые и функционируют. Потом была фаза как бы ковида. Ковид, понятно, очень поменял потребление услуги в целом в каршеринге. Была история про то, что парки не загружались, там даже как бы Яндекс часть машин сдавал, и многие машины не брали, поэтому была какая-то фаза как бы стагнации. В это время другие города поехали, часть машин там в Питер перевезли. Питер запустился активно на этой истории. Но суммарный парк стабилизировался. Чуть как бы происходила такая история перестройки и стабилизации, наверное, от условий, которые там были во внешнем мире, да. После этого, мне кажется, года 2 как бы роста активного не было, но вот последний год в Москве видно, что в Москве парк растет, наверное, процентов на 10-15 год к году. Ну и плюс есть история как бы про Делимобиль, который активно масштабируется в миллионники, ну и оно как-то как бы растет. Итого как бы были разные фазы. Был активный рост, стабилизация, сейчас как бы снова какой-то рост продолжается, но идейно, мне кажется, что рынок еще не сформирован до конца, он развивается, и с точки зрения как бы людей, кто потребляет услугу, да, видно, что еще люди отношения свои меняют. Изначально там какие-то определенные там категории людей более открыты были к этому. Сейчас постепенно видно, что там люди и постарше пользуются, и, в общем, в разные стороны оно как бы расползается. Вот, как-то вот так. А как ты думаешь, что будет дальше? Ну вот как ты видишь, ты сказал, что рынок еще не до конца сформирован. Будет ли еще какая-то консолидация дальше, да, вот этого всего из 4 компаний? Во-первых. И во-вторых, просто что будет дальше? Как ты это видишь? Хороший вопрос. Это мои гипотезы, да, там какие-то мои догадки, поэтому тут надо делить на 3, наверное, но мое понимание, что рынок... Похожие истории были, например, в такси и в доставке еды, да, то есть, например, историю там про Uber и про Яндекс. Очень быстрый рост, очень активные инвестиции как бы с обеих сторон, и в Uber, и в Яндексе. Очень быстрое как бы проникновение и как бы скорости роста. Все очень быстро, да, но параллельно важно не забывать, да, про то, что бизнес — это бизнес. У бизнеса задача генерировать денежный поток положительный. После этого была история там про слияние 2 компаний между собой. Все говорили, что вот тут как бы непонятно, экономика в Uber не сходится, экономика в Яндексе как бы не сойдется. Слияние произошло, экономику подкрутили, все как бы сошлось. Да, вот сейчас, если мы поднимем цифры по Яндекс.Такси, открытая информация, там опять же можно поднять, да, во-первых, как бы скорости роста до сих пор у них двузначные год к году, то есть они как бы до сих пор растут. Во-вторых, экономика внутри улучшается. Очень похожая история была и по доставке, да, был как бы Delivery Club,
Вот Яндекс.Еда, все это дело как бы консолидировалось, слияние между собой, экономика выкручена в плюс, бизнес зарабатывает. Я думаю, что это как бы дело времени, да, и в каршеринге, мне кажется, будет примерно та же самая история, будет как бы там 1-2 компании, которые, наверное, выживут, и история будет про то, что и экономика будет другая, и бизнес более-менее стабилизируется. Скорость роста, наверное, будет там чуть ниже, чем сейчас. Ну, как бы 40%, 25-40 как бы год к году, это очень, ну, такая история, очень активная. Ты в это время не можешь экономику себе крутить и одновременно и зарабатывать, и расти. Я думаю, что будет как бы стабилизация, консолидация, ну и там какое-то изменение экономики внутри. Как-то вот так. Слушай, есть ощущение, что такой план у всех 4 игроков на рынке наконец-то начать зарабатывать деньги. И здесь вопрос такой, а возможно ли, что 4 игрока останутся на рынке, и все вчетвером будут зарабатывать деньги, а не наливать новые? Такой сценарий вообще возможен? Ну, мне кажется, возможен, но, наверное, маловероятен. Вот я, наверное, в это как бы плохо верю. Ну, опять же, исходя из того, что нужно иметь как бы довольно значимую долю рынка, чтобы ты мог часть вещей делать. Но вот по текущей ситуации, да, по вообще как бы рынку, что происходит, что мы видим, да? Мы видим, что как бы довольно сильное давление инфляции. Да, то есть это видно и по стоимости автомобилей, и по стоимости топлива, и по стоимости ремонтов. Это такие вещи, которые там снизу нас давят, да, то есть мы же не меняем цены каждый день, да, там каждую неделю, но по большому счету цены зафиксированы, и там, если проанализировать нормально, то видно, что как бы ценообразование, оно идейно-то не меняется какое-то время, да, там пришли как бы новые автомобили, которые дороже по стоимости, и актив сам по себе дороже. Это как бы драйвит по умолчанию как бы цену вверх, да, но идейная экономика внутри, она такая же. С другой стороны, видно, что как бы такси, как альтернатива использованию каршеринга, видно, что она там за последнюю полгода, наверное, по стоимости, ну, выросла просто на 50, наверное, в Москве. То есть цены отросли очень быстро, там есть свои драйверы, которые влияют на ценообразование по такси, но видно, что как бы цены и сверху выросли, да, и по такси выросли, и снизу нас как бы костами постепенно придавливает, и, ну, это неизбежно ведет к тому, что цены как бы как-то будут подрастать. Ну, иначе просто экономика как бы не сойдется. И важно понимать, что может быть определенная фаза инвестирования, это нормально, да, то есть нужно вырасти, это нужны определенные деньги, но идейно все равно нужно свестись как бы в ноль и зарабатывать деньги, поэтому так или иначе как бы цены будут расти. Как бы дальше от конфигурации, возможно, эти цены, которые будут, возможно, они как бы дадут возможность всем выживать. Возможно. Но тут как бы там будет видно. Пока непонятно до конца. Окей. Давай еще чуть-чуть про конкуренцию. Смысл в том, что если мы говорим про Яндекс, то сразу первое, что приходит на ум, что они очень сильны своей экосистемой в целом. Да. То есть они построили сильную экосистему, где огромный поток юзеров, и он варится вот в этой экосистеме, пользуясь музыкой, такси, каршерингом там, и так далее. И экосистема это был прям тренд, супер тренд, там, типа, который начался пару лет назад, и все начали строить свои суперапы, интегрироваться друг в друга. В общем, картинка из Гриффинов, знаешь, где вот они все лежат на кровати. Я вставлю мемчик вот этот видео. Ну, короче, вы тоже в какое-то время были как бы втянуты вот в эту историю про экосистемы, и был CityDrive плюс CityMobile, с вами вместе Юрент, и вы все дружненько в ВК, и вот это вот все. Сейчас, насколько я понимаю, вы сейчас остались без какой-то своей собственной, даже не собственной, а без партнерской экосистемы, и собственную тоже не стремитесь строить, или, может быть, не хотите, или, может быть, это сложно. В общем, расскажи про это, как ты вот на это смотришь, потому что белки, например, активно там дружат с МТС и пытаются с МТС вроде, да, в их экосистему там как-то. Да. Делимобиль просто со всеми партнерится тоже очень активно, да, вот что ты про это думаешь? Какой у вас план? Ну, во-первых, у Яндекса как бы действительно очень сильная экосистема.
у них в целом очень сильный бизнес, и они очень, ну, как бы грамотные ребята. Здесь очень большое как бы уважение с нашей стороны, да. Они умеют привлекать аудиторию из такси в каршеринг, из такси в кикшеринг и везде вот это вот. Очень классно, молодцы, научились. С точки зрения альтернативы, как Citymobile, CityDrive и Urent, это же не то же самое, да. То есть это разные бизнесы, но они отдельно стоящие, и между собой договориться на похожую схему, как и в Яндексе, как бы довольно сложно. Поэтому конфигурация из 3 отдельных бизнесов, она как бы не приходит в конфигурацию Яндекса, но это как бы очень тяжело. У нас есть разные партнерства с разными игроками. Есть и Тинькофф банк, есть и там и с МТСом мы тоже общаемся. В общем, много разных идей, да. Конечно, нам интересно делать какие-то коллаборации и пытаться как бы отдавать свою ценность в какие-то альтернативные источники, чтобы оттуда получать трафик. Да, интересно. И любые такие возможности мы рассматриваем, мы их пробуем, тестируем. Есть, например, программа там лояльности в Сбере. Да? Есть отдельно Сберпрайм. Мы с ними тоже общаемся, мы там работаем с ними вместе. В общем, много разных есть историй, они все для нас интересны, они все по-разному для нас полезны, есть разная оценка там стоимости, привлечения как бы аудитории и объема в целом. Но опять же, возвращаясь в первый пункт, это не то же самое, что у Яндекса. И это как бы никогда не будет тем же самым. Да? Яндекс сделал очень большую работу, они большие молодцы. Это их преимущество. Опять же, плюс у Яндекса очень сильный бренд. Очень сильный бренд, который во многом как бы, по умолчанию у людей решает, а что я выберу. Да, то есть, когда они видят 4 компании, там Яндекс.Драйв, Делимобиль, Нас и Белку, у людей из-за знания бренда решение очень часто, оно как бы автоматически всплывает, что, окей, я знаю Яндекс, я им доверяю, они интересны, я поеду на Яндекс.Драйв. Поэтому эта штука, она как бы работает, это преимущество, которое мы не можем никак восполнить и там переиспользовать, но это очень сильная история. Как-то вот так. Ок. Слушай, еще вот в завершение рынка и конкуренции, у меня, знаешь, какой вопрос? Вот последние 1,5 года и вот это внешнеполитический фон, да, будем здесь политкорректными в этой записи, постараемся никуда не заходить, но в целом он как-то сказался на, ну, там, показателях, не знаю, рост клиентской базы, выручка, там, ну, про авторынок мы сейчас поговорим отдельно, я имею в виду вот с точки зрения пользователей. Там, объем активных пользователей, что-нибудь такое. Конечно, да. Ну, как бы странно было бы предполагать, что нет, как бы оно, кажется, как бы сказалось на там, разные сферы жизни. Конечно, да, сказалось. Когда выходят довольно значимые какие-то события, да, там в России или в мире, то на какое-то время поведение людей меняется, да, то есть люди чуть как бы заземляются, наверное, да, перестают пользоваться активно, меньше передвигаются, как бы деньги начинают экономить, да, поэтому эта штука, она, конечно, влияет на категорию в целом. Мы видим, что просто скорости роста, которые были, там, они были изначально, не знаю, 20, ну, как 40%, наверное, было это в 2022 году в январе. Да, потом это дело все упало там в ноль, то есть как бы несколько месяцев рынок вообще не рос, да, как бы год к году он просто стабилен, и скорости остановились. Потом постепенно обратно, шок более-менее стихает, люди возвращаются, начинают пользоваться. Но это, конечно, влияет. То есть как бы поведение людей, психология, использование категории в целом, да, это важно, это влияет. Отдельная история про там автопром, это очень такой как бы глубокий разговор, об этом можно разговаривать, мне кажется, целый день. Вот это был следующий мой блок вопросов, да, автопром. Спасибо за ответ на предыдущий вопрос. Давай про автомобили и рынок. Ты уже задал тренд такой овервью делать, да, рынка на старте вопросов. Давай овервью про то, что происходит у нас с автомобильным рынком в России с точки зрения оператора каршеринга, тебя как руководителя и вашей компании.
Отматываем до вообще как бы начала Давай, 22 года, да, то есть да. рынок был вообще другой. Очень много было разного предложения с точки зрения автомобилей, очень много разных импортеров. У многих импортеров это как бы локализованное производство, что означает, что ты имеешь хорошую цену по активу, да, что означает, что ты можешь использовать этот актив там в субсидиях, в лизинге и как бы там еще экономить. До 22 года импортеры приходили во всех и пытались как бы продать свои автомобили. У всех было как бы затаривание, склады, обычная проблема, что машины стоят, они как бы не продаются, да. После 22 года, даже после 21 года, на самом деле, когда был ковид, у многих сломались как бы цепочки поставок, и уже была нехватка автомобиля, она так постепенно возникала, но уже как бы не хватало. Потом, конечно, ситуация там еще сильнее поменялась, да, и по сути все импортеры, которые до этого работали там 10 лет, да, в России, там 20 лет в России, они по сути все как бы свернулись и ушли, все поставки просто резко закончились. Все это знают, это очевидно и понятно. Параллельно уже были попытки от китайского автопрома зайти, да, то есть мы видели уже эту историю там в 2021 году. Мы на самом деле пробовали, то есть нам казалось, что а почему нет? Да, то есть, конечно, у людей ощущение, что как бы автомобили еще как бы не те, и качество не то, но идейно как бы казалось, что надо пробовать. Видно, что там Китай очень быстро развивается, и это просто, как бы дело там 5, может быть, лет, и продукт более-менее подтянется до там уровня европейцев. Вот. На нас это повлияло очень сильно, да, то есть мы в 2021 году очень сильно выросли по размеру парка. Цифры я там точно не помню, но мы их постоянно публикуем и показываем. 22 год у нас тоже была фаза такого активного роста, и по процессу, как это работает, да, ты обычно идешь у импортеров и договариваешься с ними на поставки на весь год. Да, то есть есть как бы график поставок, который между вами согласован, и, например, там ты ждешь, что тебе приедет ежемесячно там по как бы 100 Kia Rio в определенной комплектации. Ты знаешь, что эти машины приедут, они у тебя будут. И, в общем, как по часам оно приезжает, ты даже ни о чем не переживаешь. Начало года, все у нас уже, все квоты прописаны, мы там во всем договорились, все, вот как бы ждем поставок. Ну и как бы в феврале, конечно, все эти квоты, они все отваливаются. Мы получили, наверное, где-то 1000 машин, наверное, из 5 из 6. Остальные мы просто не успели получить. Вот. И пошли передоговариваться с автопромом из Китая. Передоговорились, решили, что, кажется, что надо расти. Есть риски того, что актив нас как бы не устроит. Но, учитывая, что мы уже до этого покатали где-то полгода, 3 месяца, полгода мы попользовались уже там хавалом определенной модели, мы уже понимали, что в целом как бы качество нормальное, надо бы туда идти. Да, то есть можно было, развилка, да, там налево мы тормозим и как бы не растем активно, у нас есть определенный берн, который возникает ежегодно, мы его не можем закрыть из-за того, что у нас бизнес не набрал оборотов. Альтернатива пойти направо. Да, рискуем, да, берем, пробуем. Если не получится, разбираемся. Мы пошли вот направо, решили, что бояться не будем, в общем, взяли машину. Вот, и как бы не прогадали. Но тут такая ставка была, довольно рисковый агрессивная. актив, ставочка, да. Да, довольно агрессивно. Как-то вот так. Понял. Давай руку на сердце положим, на Библию, не знаю, у кого на что. Китайские автомобили норм сегодня или нет? Вот. Да, вообще как норм. ты считаешь лично? Норм. Вообще норм. Норм, как бы пользуйтесь, они уже давно норм. Вообще, мне кажется, вот история там о том, что европейский автопром как бы сильно лучше, мне кажется, эта история все-таки про какой-то больше маркетинг, наверное. То есть постепенно людям это все дело рассказывали, все привыкли, все едут, у всех уже есть опыт с этим, все понятно. Но как бы китайский автопром, во-первых, как бы качество продукта уже очень высокое. Во-вторых, оно по скорости развития сильно выше, чем у европейцев и там у американцев.
Ну, очевидно, что они уже местами обгоняют. Вот сейчас там обратите внимание на, не знаю, электрички, да, которые производятся. Ну, там просто космос. Ну, я не знаю даже, как там, как европейцы все, как премиум Слушай, но выдержит нагрузку, я не смотри, понимаю. Мне кажется, тут... Смотри, когда противопоставляют китайцев и европейцев, мне кажется, это не вполне корректное противопоставление, потому что, вообще говоря, есть еще корейский рынок, а есть еще японский рынок, а есть еще американский рынок, Согласен. который, конечно, у нас не представлен, и, в общем, делать ему тут нечего, пусть он там и остается, где он есть. Но, тем не менее, если бы у тебя, ну, как бы, давай вот так в вакууме представим, что у тебя есть возможность выбора. Ты же все равно выбирал бы и корейский автопром, и европейский. Может быть, где-то были бы лучше контракты, там, да, лучше условия, а где-то и модельный ряд круче. То есть корейцы делают, ну, явно не хуже, чем китайцы. Да, согласен. Если бы я мог выбрать из того, что есть, отвечаю, я бы брал как бы разного. Корейский автопром, да, нет вопросов и с точки зрения использования ремонтов, ремонтопригодности, запчастей, по топливу нет вопросов. По любви, наверное, от клиентов, от людей как бы нет вопросов. Людям реально нравится корейский автопром. В этом смысле как бы Kia и Hyundai, ну, это очень большие как бы игроки, да, и мы до сих пор видим, что экономика там, она очень хорошая. Нет вопросов. С точки зрения там европейцев, ну, я бы тоже брал, да, то есть как Volkswagen, Шкода, очень сильные игроки, очень хорошее качество, как бы тоже бы брал. Но сказать, что я бы отказался от китайцев, ну вообще нет. Вообще нет. Во-первых, продукт нормальный, по стоимости, например, да, там... Я думаю, что если просто были бы и корейцы, и европейцы, то как бы ценообразование было бы другое у китайцев. Скорее всего, да, там была бы другая маржинальность внутри. Да, и на том бы ценообразовании то, что они бы предлагали, было бы как бы выше по продукту, чем по альтернативным автопрому. В этом смысле они просто бы предлагали лучший продукт за как бы те же самые деньги. И людей, которые готовы выходить, да, из обычного использования, они бы вытаскивали постепенно. Да, это были бы, наверное, чуть более медленные скорости раскатки и там роста их доли на рынке. Ну, как бы, конечно, да, здесь нет вопросов. Но, опять же, как бы, продукт догоняет, по цене они могут дать, как бы, нормальное предложение. Ну и все, наверное. А если мы говорим там про электрички вообще, да, то, как бы, китайцы здесь, ну, там очень сильно впереди всех, наверное. И, ну, вот мы недавно были в поездке в Китае, да, ну, там просто вот, ну, у меня был шок, если честно. Были мы в Шанхае, и вот идешь вдоль дороги, 6 полос на дороге, активный трафик, но при этом ты как бы сам себя по телефону разговариваешь и всех слышишь. То есть как бы настолько тихо, очень много, очень большая доля электро, они все бесшумные, очень классно. Очень классно, мне кажется, там как бы Китай очень большую работу проделал. Там, да, это как бы субсидируется государством, там, ну, об этом можно тоже долго разговаривать, но идейно они большие молодцы и как бы догоняют. Поэтому ответ такой, что я бы брал как бы разное, я бы пробовал. И самый главный аргумент, мы же машины берем не с точки зрения там, того, что вот мне нравится там Chery и Geely. У нас есть клиенты, и клиенты голосуют рублем каждый день. Мы понимаем, как бы, кому что нравится и почему, да, то есть мы видим, что там Geely сильный продукт, как бы Chery сильный продукт, мы видим, как люди машины выбирают и что реально нужно брать, поэтому сразу было бы видно, как бы, куда и почему. Слушай, у меня тут сразу куча маленьких доп. Вопросиков, давай их по-быстрому позакрываем. Амортизация и обслуживание китайских автомобилей, вообще вот в целом амортизация, там, ну, понимаешь, да, износ, он... Давай не по стоимости, ну окей, по стоимости, неважно. Он лучше или хуже там тех же корейских или европейских? Ну, лучше, наверное, я бы так не сказал, да. Две мысли. Первая мысль. Есть определенные
болячки, которые там постоянно вылезают, они просто еще там не проработаны и не исправлены. Я думаю, что ровно то же самое было у корейцев, просто они этот путь прошли уже. Китайцы еще не прошли. Например, там, не знаю, отваливаются аккумуляторы. Машина приехала там новая, да, у нее аккумулятор уже как бы не рабочий. Ну, как бы странно, но это часть процесса, да, то есть идем, передоговариваемся, меняем. Или коробки отваливаются, ну, как бы тоже всякое бывает, да, то есть зачастую даже сам импортер, который привозит, они сами еще не знают, какие проблемы возникнут, потому что объем поставки очень большой, они от нас уже там слышат, что, ребята, вот как бы раз, два, три, есть проблемы, давайте исправлять. Но, опять же, видя желание их и работу, ну, мне кажется, они все исправят. Это раз. Как бы два, по китайскому автопрому там в целом чуть другое обслуживание, как бы частотность обслуживания автомобиля выше. Например, да, у европейцев ты ТО делаешь каждые 15 тысяч километров, у китайцев каждые 10 тысяч километров. Почему, как бы, чем они это обуславливают, как бы, не знаем, но, в общем, мы обязаны их делать ТО чаще. В этом смысле автомобиль как бы проверяем чаще, за ним следим чаще. Интересный вопрос, мне кажется, как бы, что будет дальше по продаже автомобиля там, через 3 года. И, по сути, сейчас никто ничего не знает, да, то есть очень многие взяли китайские автомобили, рынка БУ пока вообще нет, то есть он еще как бы не родился, поэтому автопрому он только зарождается. Какая будет там остаточная стоимость, как она повлияет на экономику в целом, мы пока не знаем, поэтому эта история, она еще у нас такой как бы туман, который постепенно проясняется и видно будет. Есть такая теория, что от сильного, бурного роста цен очень сильно выиграли игроки, операторы каршеринга, потому что вы покупали по дофевральским прошлогодним ценам очень низким там европейские, китайские, корейские машины, а сейчас вы просто владеете огромным объемом парка, который стал стоить там X2, X3 дороже. Как ты смотришь? Возможно, да, ну, возможно, мы на самом деле эту штуку как бы не оцениваем. Почему? Потому что это не влияет на текущий денежный поток. От того, что они стали дороже, ну, как бы хорошо. Экономика сейчас должна сходиться. А цены, которые мы сейчас на эти машины ставим, они ровно такие же, как и были. Да, то есть, если глянуть на Polo, который там взяли давно, у него цена как бы такая же 10 рублей. Примерно. Есть там разные волатильности, понятно, от местоположения и времени дня. Но идейная экономика-то не поменялась. А под капотом топливо выросло, ремонты выросли, все это выросло. Поэтому, возможно, да, есть актив, который подорожал, возможно, но это видно будет, когда мы будем его там продавать. Пока нам как бы на экономику это не влияет, поэтому мы туда даже активно не смотрим и не переоцениваем, потому что зачем. Слушай, смотри, вот ты уже не первый раз про это говоришь. Получается, что вы закупаете сильно дороже новые автомобили. Получается, что рубль у нас обесценивается, соответственно, вы обязаны поднимать зарплаты, а у вас приличный штат, да, плюс, как они называются, подрядчики, у них свой штат там, да, и так далее. И растет цена на самый главный расходник, на топливо, прилично, там уже, по-моему, по 60 рублей, да, на некоторых колонках можно встретить. Почему цена, вот ты дважды за полчаса разговора сказал, что цена плюс-минус стоит на месте. Как это работает? Что происходит, короче? Ну, то есть, смотри, я сторонник того, что цены должны расти. В смысле, я не хочу стрелять себе в ногу и не хочу казаться идиотом, но они должны расти просто потому, что все растет. Это, мне кажется, это очень очевидно. Почему вот ты говоришь, что у вас цена плюс-минус стабильна? Конкуренция высокая, нам нужно расти по доле рынка. То есть, как только мы цену приподнимаем, пользователи очень быстро понимают, что стало дороже, и переходят на кого-то другого. Возвращаемся в историю, что нужно вырасти до определенного размера. Да, поэтому тут, это, знаешь, как весы, да, ты либо растешь, либо экономику крутишь, как бы, да, ты постоянно оптимизируешься, но если хочешь расти, ты должен, как бы, держать какое-то время там цену, возможно, ниже, чем ты хочешь. Это создает тебе там определенный приток аудитории, и ты, как бы, быстрее растешь. Поэтому в этом смысле мы цену держим, как бы, максимально, чтобы доля рынка наша росла, и чтобы мы могли там более активно расти. Ну, как бы, цена в такси, доставка, каршеринг, цена номер один всегда у людей. Это решение, это, как бы, драйвер решения, это номер один, очевидно. Поэтому мы цену, как бы, не хотим менять, пока,
пока нам не нужно точно ее менять. Мы ее максимально пытаемся держать и эту штуку использовать как определенный как бы драйвер привлечения аудитории. Обратная сторона медали, вот ты говоришь про там рост стоимости, да, но все 3 года, которые вот мы работаем, все кост-линии, которые у нас есть, это лизинг, топливо, ремонты, обслуживание авто. Да, вот эти вот как бы 4 большие вещи. Мы их пересобрали уже несколько раз внутри себя. И это позволяет как бы как бы косты подрастают, да, но ты оптимизируешься постоянно. Например, ты закупаешь как бы, топливо на бирже. Например, ты можешь покупать его на стелле, одна цена, а можешь пойти в историю, как бы купить, не знаю, как бы цистерны топлива, его хранить, его как-то использовать и там заправлять. История сложная, как бы долго, требует определенного как бы капекса и вливания, но когда ты ее провернул, у тебя получаешь экономию сразу на костах. И рынок растет по стоимости, но при этом мы как бы постоянно раз и оттуда как бы отстригаем часть себе обратно. И поэтому эта штука нас держит с точки зрения там, того, чтобы цену не выдавливать. Оптимизация справа, она нам гарантирует, что мы можем цену держать. Но по текущему движению, да, когда вот топливо на бирже там улетело на 70 тысяч рублей за тонну, а курс улетел там в 100, и запчасти подорожали, и автомобили подорожали. То есть оптимизация, которая там возможна, она нам как бы не позволяет цену держать. Ну, понимаешь, да? То есть настолько сильное давление как бы возникает, что уже приходится думать, как бы, что вообще делать, как двигаться, потому что экономика начинает как бы не сходиться. Отсюда мы не понимаем, да, насколько вот эти вот инфляция, которая возникает, как она сильно повлияет на цену, которую мы можем держать, и что вообще получится. Поэтому, учитывая, что есть изменения там поставки ЦБ, по стоимости закупки автомобилей, по стоимости топлива, по стоимости запчастей, по стоимости людей, которые нужно постоянно использовать. Как это будет влиять на цену, до конца непонятно. Возможно, придется цены повышать. Ну, невозможно, наверное, а когда? Да? То есть рано или поздно придется. Тут как бы неизбежно стоит. Но вы все в одной лодке с другими операторами в любом случае, я думаю, что... Мы все в одной лодке, плюс-минус одни и те же проблемы. Да, одни и те же проблемы у всех сейчас. Все так. Ох, да, давай еще один доп. Вопросик был у меня про электрокары. И электрокары в России был, конечно же, как и везде у нас какой-то хайп, тренд, электрокары, мы сейчас всех электрифицируем. Москва что-то старается делать, пытается, да, развивает какие-то сети электрозаправок. Ну, я так наблюдаю, более-менее активно. Я не могу сказать, что это прям, ну вот, все мейнстрим, и мы теперь только на электрокарах, но что-то делается. Как ты смотришь на это? Я видел, вы что-то даже добавляли в парк новенькое, китайское, по-моему, да, недавно. В общем, как ты смотришь на идею электрокаров в России в каршеринге? И будет ли она жить и развиваться дальше? И будете ли вы ее развивать? Ответ короткий, да, будем. Ответ длинный. Все, можно заканчивать подкаст. Занавес. Ну, тут опять же, да, вот всем уже надоело, наверное, но экономика важна. Экономика важна. То есть моя личная вера в электрички, ну, если так можно, она очень, как бы, очень большая. То есть мне кажется, там будущее. Да? Там будущее, потому что... Почему? Потому что кажется, что с падением стоимости батареи уже видно, что там стоимость автомобиля, который ты покупаешь, примерно равно как бы стоимости ДВС. То есть уже была аналитика, там, где люди показывают, что уже как бы цена, она более-менее нормальная. Уже видно, что как бы спрос у людей постепенно смещается в сторону электричек. Да? То есть видно было, что были новости, что там Tesla Model Y — это самый продаваемый автомобиль. Ну, вообще, в целом видно, что все туда бегут, да, и у немцев, и тем более, как бы у китайцев, у всех планы по доле рынка, они просто там в космос улетают, и 25-й год все поменяется, вот это вот все. В этом смысле я здесь охотно покупаю, мне тоже это нравится. Мне кажется, это там история будущего.
Если мы это возьмем и сейчас как бы натянем на каршеринг, то получится чуть по-другому, да. Да, давай на Россию, на каршеринг это приземлим. Давай. Что Да. там? Что там? Мы брали сначала Теслы, их покатали, поняли там примерно экономику. Теслу мы брали на год-два назад. Мы взяли машин 10, покатали их, поняли, что экономика сходится. Но как бы Тесла — это история про очень сильный бренд, опять же, да, вот как мы про Яндекс говорим. Всем интересна Тесла, поэтому очень большой спрос, очень высокая утилизация, загрузка, экономика сходится. Но масштабирование невозможно. Ты не можешь привести как бы 1000 Тесел и их запустить. Это невозможно. Ну, во-первых, автомобилей нет, во-вторых, нет сетки зарядки, то есть не хватит места, чтобы заряжаться нормально. Уже видно, что не хватит. Параллельно мы привезли Volkswagen, их покатали. Сначала покатали ID3, нам не понравилось, мы его убрали. ID4 покатали, поняли, что да, интересно, масштабируемся. Привезли сейчас ID4, ID6. Ну, там буквально машин, наверное, 50, это не очень много на самом деле. Но с точки зрения понимания операционки внутри, как все работает, нам очень, очень важно понимать, да, то есть мы хотим быть, ну, наверное, первыми, кто поймет, как их нормально эксплуатировать и масштабироваться. Параллельно есть история по обслуживанию. Мы там отдельно считаем как бы стоимости зарядки, стоимости ТО, ремонты, которые тоже непростые, да, это машины быстрые, они часто бьются. Запчасти по Теслам 0, Volkswagen как бы 0, ты откуда-то привозишь, ждешь, это время, это деньги. Но обратно, да, если мы посмотрим просто на экономику этой истории и предположим, что мы берем и отрезаем часть ДВС и добавляем часть электро, ну, пока, наверное, нет. Почему? Потому что по стоимости актива, который мы покупаем, предложение как бы нормального, дешевого, который можно завести и на котором можно работать, его пока нет. Самое дешевое это мы видим, например, ID4 Volkswagen. Да, как бы цена там самая минимальная, ну, наверное, миллиона сейчас 4,5. Для каршеринга это сразу давление в платеж. Платеж переложится как бы в ставку поминутную, экономика не сойдется. Люди не будут готовы платить там в 3 раза больше, потому что машина электричка, а не ДВС. Да, это перебор. Отсюда две мысли. Мысль первая, как бы нужен нормальный актив, который по стоимости дешевый. И об этом со всеми из представителей китайского автопрома были разговоры. Все готовы были вести свои автомобили, и Geely, и Chery, и Haval. Они привезут, как бы дело времени, да. Вопрос 2. Зарядки. Зарядки, да, масштабируются. По скорости масштабирования, ну, наверное, довольно быстро, но покрытия как бы нам не хватит для масштабирования. При том, что если мы свои машины заряжаем, ну, это определенный негатив, да, то есть негатив для обычных людей, которые хотят свою машину поставить, они приезжают, видят, что тут на как бы, городской зарядке стоит машина каршеринга. А почему так? Людям не нравится негатив, поэтому нам приходится думать про какие-то там свои сетки зарядок. Они платные, они стоят денег, и их опять же мало, очень они как бы дисагрегированы между собой, поэтому в общем, сложности операционные возникают. Наверное, для масштабирования нужны какие-то хабы, которые можно полноценно поставить, где можно заряжать там как бы 1000 машин или хотя бы сотни машин. Поэтому опять же, да, обратно, идейно как бы да, очень интересно, но активы нормального, на котором можно замасштабироваться, активы, я имею в виду автомобиля, его нет, его не хватает. Как бы 2, по скорости развития зарядок нужно быстрее. Все, точка. Но резюме за этим будущее, правильно? Я в это очень верю, да, мне кажется, там по будущее. твоей логике. Окей, скажи, в кикшеринге, в самокатах есть такая практика у операторов вместе с городом Москва строить там парковки, то есть это как бы не такая вещь, которую они делают в коллаборации. У вас нет такого с городом, где вы как-то помогаете, совместно строите, может быть, сети, там, планируете что-то такое? У нас с городом очень как бы глубокая интеграция. Все знают, что есть субсидия, которая там ежегодно выделяется на парковки для каршеринга. То есть без этой субсидии и желания города, ну, индустрия была бы совершенно другая. Были бы другие цены, вообще, возможно, бы ее не было. Потому что это как бы, ну, очень сильный эффект на расходы по авто. Поэтому здесь у нас там
еженедельное взаимодействие у нас с командой Дептранса Москвы, да, и очень как бы глубокая интеграция в разных направлениях. А по зарядкам, по парковкам, ну, тут мы обсуждаем, но сказать, что мы договорились, что вот такие будут места, где будет заряжаться каршеринг, ну, пока, наверное, нет. Все в работе, обсуждения идут, но Мгм. пока как бы мы не там. На стадии переговоров. Кстати, переговоров. Хорошо. Но городу очень интересно, Да. чтобы доля электропарка в каршеринге росла. Им очень интересно, да, есть там история про как бы чистый город, про как бы, чистый центр. Вот, поэтому есть амбиции там, и желание, чтобы весь каршеринг в целом там, через какое-то время перешел в электро. Мы очень поддерживаем, но вопрос, как бы, на чем перейти в электро и как операционно там как бы не сломаться по дороге. Поэтому надо этим заниматься, но, наверное, лет за 5 это можно сделать. Может, быстрее. Понял. Давай вот про что поговорим. Ты, ну, много про экономику говорил. Экономика должна сходиться, сходиться, вот это все. И вообще, как бы, я слышу, что Да. ты с таким... И ты сам сказал, что ты с экономическим бэкграундом, с трейдерским, да. Но, тем не менее, несмотря на это, вы все равно продолжаете делать продуктовые фичи, которые иногда, вообще говоря, не про экономику. Например, там, инклюзивный каршеринг. Да. Вот недавно у вас, да, была эта история. Расскажи, пожалуйста, какие продуктовые фичи, во-первых, нравятся тебе самому из того, что вы делали в последнее время? И вообще, что... Я не прошу каких-то инсайдов, но вообще, что еще можно сделать крутого в каршеринге, что еще никто не сделал? Может быть, там технологически есть какой-то преграды, да, которые вам пока не позволяют, но потенциально это можно было бы сделать. Да, ну, во-первых, инклюзивный каршеринг, да, он есть. Это история, которую мы, наверное, больше года пытались собрать и думали, как нам ее провернуть. Это не про экономику, да, это про то, чтобы, ну, наверное, отдавать обратно, да, то есть понятно, что мы бизнес, но ты как бы должен отдавать обратно там обществу какую-то как бы свою благодарность, наверное, что ли, и показывать, что мы как бы ценим то, что вы пользуетесь, и что-то обратно отдаем в том числе. Инклюзивный каршеринг, он, ну, это там, история про то, чтобы отдавать, да, и экономика там, ну, очевидно, как бы не сходится. Есть похожие истории, например, мы сейчас запустили школу вождения в Санкт-Петербурге. Почему, зачем? Во-первых, хочется, чтобы люди... Очень много флера такого возникает, да, что вот вождение на каршеринге, обычно это там люди, которые плохо себя ведут на дорогах, никому это не нравится. Да, все понятно. Мы хотим, чтобы как бы, люди учились водить и водили лучше. Вообще мы хотим в целом, чтобы люди воспринимали нас как бы не только как там каршеринг какой-то, да, а чтобы мы у них возникали в головах, как бы на стадии начала вождения, они понимали, что, о, прикольные ребята, можно сначала пойти с ними поучиться, потом можно поездить, потом можно, например, там, взять у них машину в подписку, на ней покатать, потом можно машину купить. Мы хотим, чтобы у людей в голове была такая там полноценная история про использование автомобиля и как бы наша компания рядом. Да, то есть такая история про жизненный цикл клиента вообще как бы в его жизни, как он автомобилем пользуется и почему. Была у нас история про машину ко времени. Да, то есть подача. Мы ее как бы собирали очень долго и, ну, наверное, даже слово там мучительно, я скажу. Мы хотели ее сделать Больно было, да. То есть, ну, вообще эта штука такая, она одновременно и продуктовая, и операционная. То есть она очень как бы многогранная, и нам казалось, что мы ей чуть-чуть как бы перевернем пользование людьми услуги, и как бы люди будут как бы заранее заказывать и пользоваться. Но получилось 50 на 50, да, то есть как бы с одной стороны есть категория людей, кому явно это нравится, и мы видим, что как бы, потребление там постоянно выше, но с другой стороны как бы паттерн поведения людей, он в целом как бы не поменялся так значительно.
Вот. У меня вообще такие вот есть, ну, как бы мечты, да, наверное. Я не знаю, они реализуемы или нет, чтобы люди вообще вот не мучились, не открывали и не искали автомобили. Есть там автомобили, нет. Ну, это же такая как бы неопределенность. Ты утром проснулся, тебе надо ехать. Ты не знаешь, машина есть или нет. Ты начинаешь думать, поеду на каршеринге, вот машина она есть, попозже забронирована. Она останется, не останется. Кто-то заберет ее или не заберет. Вроде деньги не хочется платить, но машина-то нужна. Уехал, окей. Поеду я на чем? На такси или на метро. Надо добраться. В общем, как бы куча головника, которые возникают у людей, да, при выборе передвижения. Мне вообще хочется, чтобы у людей, как в такси была услуга, что открыл, нажал, тебе машину, возможно, привезли, ты сам в нее сел и поехал. И ты не думаешь про то, там, повреждение автомобиля, там, потертый бампер, что-то там сломался, у нее потом мне там что-то прилетит. Вот эта история, кстати, про повреждение авто, она до сих пор очень такая, как бы, очень чувствительная, и там людям не нравится. Они понимают, что есть риск определенный с тем, что они попользовались, и потом им прилетит штраф, который в 5 раз больше почему-то. В общем, будет больно. Как бы тоже история как бы нехорошая. Ее надо как-то починить, ее пока, мне кажется, никто нормально не решил. Ну ладно, это я уже пошел дальше в какую-то полемику. Итого. Хочется убрать у людей какие-то лишние барьеры в голове по пользованию, чтобы не было неопределенности по нахождению авто, есть он или нет. Второе, какие-то боли там по повреждениям, списаниям, как бы штрафам, которые возникают. Хочется как-то тоже убрать, чтобы люди спокойнее к этому относились. Как бы 3. Очень мне хочется, чтобы зимой людям было комфортно пользоваться, как и летом. Да, потому что видно, что летом у нас как бы все прет, все здорово. Зима, люди сразу же начинают пересаживаться. Что-то надо как-то решить, чтобы людям было интересно и зимой, и летом. Как пока непонятно. Вот. Ну и вообще вот история про все эти тарифы, знаешь, там есть как бы поминутный тариф, двухчасовой, как бы конструктор, фикс-тариф, вот это вот все. Но мне кажется, очень как бы, очень сложно все это дело. Я вот как-то себе вижу, что... Хочется кнопку нажал, да, и готово. нажал, поехал, все. Мы как бы сами тебе все посчитаем. Пользовался столько, вот такая цена, все, точка. Чтобы ты не думал сам, куда мне ехать, сколько это будет стоить, а я вернусь, не вернусь, а там будет автопродление или не будет автопродления. Я буду за зоной, как мне машину вернуть. Куча как бы головника, которые еще есть, его нужно решить. Вот, и эта история и продуктовая, Да, вот. и операционная, и вообще бизнесовая. Слушай, очень классный пример решения головника был в индустрии в заправке. Раньше это был головняк, какие-то бонусы, что-то начислять, куда-то кому-то писать, звонить, заправлять бензин. Как только начали заправлять заправщики, все, ну типа, эта история вообще исчезла. То есть я вообще не помню, когда я последний раз заправлял автомобиль каршеринга. Мне кажется, это настолько узкий кейс, то когда ты далеко куда-то едешь, там, Да. типа за город, ты там заливаешься. Но в городе история про то, что типа нужно что-то заправлять, вообще исчезла. Вот это я просто как пример, как можно убрать какой-то головняк у людей. Они этого даже не... Ну, они просто перестанут это замечать, да. Лучший сервис, который ты не замечаешь. Он просто работает как бы сам по себе, и все. Окей, Лучшая будем кнопка, тогда смотреть. Отсутствие кнопки. Да, поэтому надо... Да. Это из жизни продукта, да, какого-нибудь. Слушай, будем смотреть, как вы будете решать. На самом деле, мне очень нравится, что вы, несмотря на внешнеполитический фон и прочую вот эту хрень, ковид, шмовид там и все такое, продолжаете в какие-то фичи внедрять, клевые. Ну, правда, в смысле, инклюзивный каршеринг — это прям респектуха. Мне кажется, даже самые черствые сердца вообще растопились в момент, когда эта новость вышла. И я не видел ни одного негативного, понимаешь, отзыва, или даже нейтрального отзыва. Ну, надо быть совсем как бы умалишенным, да, чтобы написать что-нибудь негативное. Но все в основном были аплодирующие, скажем. Я тоже читаю эти комментарии к посту, например, в Телеграме, да, там открываешь, там сразу вываливается отношение людей, ты уже видишь, как бы, какие мысли, что они думают. Да, и после инклюзивного каршеринга, и после школы вождения, ну, там отзывы очень хорошие. Я думаю, что мы школу вождения как бы точно продлим, да, то есть мы сначала думали сделать на месяц, и я думаю, что мы ее точно продлим, пусть она работает.
Очень много запросов, чтобы сделать эту школу вождения в Москве. Да, то есть мы сначала сделали для Питера, потому что Питер всегда воспринимает, как будто им как бы не хватает нашего внимания и вообще как бы общей любви. Вот, хотя у нас там, Питер очень под таким... Да. Вот постоянно люди обижаются. Мы даже сейчас взяли эти новые ID6, которые мы привезли. Их там буквально что-то 6 штук или 12 штук. Мы сели с командой, подумали и решили, что так, давайте-ка все машины мы просто отправим в Питер. Пусть люди порадуются и уже как новым бы машинкам закроют историю, что все там в Москву, потом в Питер. Ну нет, нифига подобного, все тут как бы наравне. Питер как младший брат, да, у всех воспринимается. Знаешь, младшему брату Да, штаны да. там отдаешь сношенные. Вот про Питер скажи мне, пожалуйста, раз мы заговорили про это, а до этого буквально несколько вопросов назад у нас было про Москву, и ты сказал, что как бы не было бы парковок в Москве, индустрия, возможно, бы не существовала, если бы город не поддерживал. Питер, насколько я знаю, не поддерживает как бы каршеринг таким же образом, как Москва. Не дает никаких льгот на парковки, вот на это все. Давай, не то чтобы мы сейчас будем пинать ногами комитет по транспорту Питера, но как бы расскажи вообще, еще к чему там, что происходит, может, какие-то переговоры есть, когда, наконец, там, для вас, ведь это же, опять же, на цену сказывается, да, для людей, на конечную цену, отсутствие бесплатно. Все правильно зришь, корень. Ну, тут как бы уравнение очень простое, да, надо понимать, что если есть кост, то он как бы как-то потом переложится, либо сейчас, либо позже. По Санкт-Петербургу, как бы, да, есть парковки, они постепенно расширяются, как бы скорости расширения довольно быстрые. Ну, тут как бы с точки зрения там как бы города и порядка в городе, ну, аплодисменты, да, как бы классно, ребята, молодцы, нет вообще вопросов, все правильно делаете, здорово. Но пока разговора аналогичного в Москве как бы нет, то есть мы общаемся, обсуждаем, как бы, что нам нужно для бизнеса и почему, но это все как бы на фазе скорее мы рассказываем, как бы, кто мы такие и вообще, ну, почему мы городу нужны. В Москве изначально был как бы другой вообще подход, да, и от Диптранса не то, что поддержка возникает, это ребята, которые, ну, наверное, там, 5-й игрок на рынке, они полноценно участвуют, они открыты, еженедельно мы с ними можем любые вопросы пообсуждать, мы понимаем, что там в обе стороны, да, это не то, что там один снизу, другой сверху, нет, это какое-то партнерство, это как бы здорово работает. Там пока так не получается, я не знаю почему. Мы этим занимаемся активно, но такого разговора, что там, а давайте похожие вещи мы сделаем в Питере, пока не получается. По стоимости, ну, там уже 5-й раз про экономику, да, как бы, конечно, это влияет. И с как бы ростом парковок по городу влияние на экономику все больше и больше. И влияние как бы на всех, да, и на Белку, и на Делимобиль, и на Яндекс, и на нас. И экономика ухудшается. Мне кажется, конфигурация какая-то похожая как бы с Москвой, она нормальная и возможна. Но пока мы там обсуждаем, разговариваем и к какому-то решению как бы нормальному пока не пришли. Вот. Нам очень хочется, чтобы мы пришли, мы как бы готовы делать разные вещи и для города, и для населения, и для поддержки как бы всего, да, то есть мы тут как бы открыты и готовы, но пока, возможно, у ребят там фокус на масштабирование парковок. Возможно, позже мы с ними об этом пообщаемся, и они помогут. Я очень надеюсь, да, потому что если это будет очень сильно влиять, то это просто как бы разломает экономику каршеринга там. Цены отрастут как бы так сильно, что людям будет дорого, они пользоваться не будут. Отсюда будет как бы сужение, скорее всего, просто рынка в городе, и как бы люди пострадают. Вот, а хочется, чтобы люди просто имели какую-то альтернативу пользованию, чтобы могли пользоваться нами. Ну, будем надеяться, да. Хорошо. Мой любимый жанр моих подкастов звучит так. Ты представь, что ты стоишь на трибуне перед депутатами Госдумы или там Федерального собрания, которые все наперебой, как только какая-то фигня происходит в СМИ, начинают запрещать, регулировать, вспоминают перевозку наркотиков, какой опасный каршеринг, вот эту всю фигню, когда им надо показать активную
работу, и они начинают активно работать вот в этом направлении. Что бы ты им сказал, вот, если бы ты перед ними стоял? На следующие вопросы. Каршеринг опасный, каршеринг используют бандиты, преступники, много там травм, вот этого всего. Что бы ты им сказал? У меня два ответа, короткий и длинный ответ. Короткий ответ от того, что каршеринга не будет, у бандитов и людей, кто перевозит наркотики, у них как бы потребность не поменяется перевозить. Они просто пересядут как бы из каршеринга в что-то другое. То есть это как бы не решение проблемы там. И тут как бы давя как бы нас, вы там проблемы не решаете. Это как бы чуть другая история. И до этого я когда вот работал в такси, я помню, что все эти же там истории про наркотики и все остальное, ну, они были в такси. Да, там очень часто и там до сих пор сейчас, наверное, возникает. Глобально, мне кажется, что история там про федеральные законы, это как бы история нормальная и закономерная. Я не вижу в этом ничего плохого, да. То есть есть какое-то регулирование, которое возникает, оно, наверное, должно возникать, когда бизнес вырастает и как бы нормализуется, как бы его нужно регулировать, но вопрос ты его как бы регулируешь, чтобы что? Чтобы там меньше были риски и все остальное, или ты делаешь так, что у людей, у пользователей возникают расходы, которые были там раза в 2 ниже, а стали в 2 раза выше. Но эта история уже как бы, ну, как мне кажется, немного неправильная. Ты там законы создал, написал, как бы здорово их там раскатил, но это повлияло на обычных людей, которые пользуются. Мне кажется, эта история как бы чуть-чуть, ну, как бы задом наперед работать начинает. И вот про нее нужно помнить, что как бы для людей, да, как бы для людей, а не против людей. Поэтому вот с этой парадигмы давайте думать, мы готовы обсуждать и как бы договариваться со всеми. Закон написал, это там 3 бумажки и 2 согласования, а 10 тысяч алкотестеров потом вам покупать. Алкозамков. Русский человек хитрый человек, он решит вопрос, как обойти алкозамки. Да, это просто как бы косты, опять же, которые в экономику упадут, и будет тяжело всем. Поэтому, ну, надо как бы подумать. Мы готовы об этом разговаривать, мы готовы как бизнес приходить и там какие-то решения обсуждать. Вот. Просто хочется, чтобы это был какой-то диалог, именно диалог, а не решение такое там исполняйте. Да, это уже история, которая просто повлияет на бизнес и там стоимости вырастет. Вот, как-то вот так. Ну, а так в целом, ну, как бы, да, есть история про там, федеральные законы. Мы видим сейчас историю вот про ФЗ в такси, да, и когда мы такси еще занимались, очень давно эта история обсуждалась, как бы разворачивалась, там все ее боялись, когда она появится, что случится. Ну вот она созрела, да, прошло, наверное, лет 8 с начала обсуждения как бы ФЗ по такси. Вот оно пришло. Ну, как оно повлияет на людей? Ну, совершенно точно повлияет, подорожает такси. Совершенно точно. Поэтому как бы хорошо или плохо, ну... Будем посмотреть. Да, можно поспорить. Давай про что-нибудь... Да, давай про что-нибудь такое, другое, абстрактно-позитивное. Рынок самокатов. Он большой, он растет очень активно. Да. Прям напоминает каршеринг в году в 2018-м. Куча компаний, много денег влилось. Кто-то даже вышел на IPO, там Яндекс пришел опять же. Ну, очень так похожее вот с каршерингом. Но, судя по всему, потенциально гораздо более емкий по деньгам рынок. Потому что нет прав. Ну, человеку не нужны права, чтобы ездить на самокате, соответственно, объем аудитории больше, запускать гораздо проще, стоимость инвентаря сильно ниже, его проще покупать, там, ну, там масса своих, как бы, историй. Что, ну, во-первых, давай постепенно пойдем, что ты вообще думаешь про этот рынок? Ну, мне кажется, рынок очень интересный. Очень интересный. Тут я, опять же, анализирую, как бы, с точки зрения финансового бэкграунда, да, то есть то, что там ребята публикуют по отчетности, ну, конечно, шок, да, то есть очень быстрое масштабирование, очень интересная экономика, если посмотреть там на маржинальности по EBITDA, да, например, ну, как бы очень интересно. Есть свои сложности, понятно, то есть довольно сложно финансировать, поэтому нужны какие-то деньги, масштабировать можно операционно непросто, но в целом как бы интересно. По каршерингу, наверное, тут вот если как бы сравнить между собой
история... Не могу сказать, что сложнее, потому что ребята обидятся и скажут, что ну, что, вы офигели, у нас тоже сложно. Везде сложно, везде непросто. Но экономически, вот когда я вижу их маржинальность и анализирую как бы свои цифры, я понимаю, что у них-то поприятнее цифры, да, вот. Но при этом как бы и бизнес немного другой. То есть они операционно экономически зарабатывают каждый день, потому что у них актив стоит ниже, экономика сходит как бы сразу лучше. Но при этом нет как бы истории про там, переоценку актива, да, то есть самокат, наверное, ты не продашь через 3 года по стоимости в 2 раза выше. У нас обратная история, у нас экономика тяжелее сходит в моменте, но есть актив, который постоянно дорожает, это там и вот, мы уже говорили, и европейские импортеры, да вообще как всегда, то есть авторынок всегда растет по стоимости, и ты всегда сидишь на активе, который растет. То есть это как бы часть бизнеса, которую ты тоже используешь, и там зарабатываешь. Что еще? Я не вижу там никаких как бы рисков с точки зрения того, что люди пересядут из каршеринга на самокаты, мне кажется, нет. Это как бы другой бизнес, это другая услуга, другая потребность. Поэтому в этом смысле для меня там кажется, что как бы да, интересно. Мы опять же очень близко общаемся с ребятами там из Юрента, еще из истории как бы Ситимобила, поэтому мы готовы интегрироваться, общаться, и были истории про обмен аудиториями между сервисами, какую-то там единую программу потенциальной лояльности, чтобы было интересно людям одновременно пользоваться и нами, и ими. В общем, можно эти вещи делать. Поэтому overall бизнес очень интересный. Мне кажется, возможность туда как бы запрыгнуть, она уже закрылась. То есть как бы рынок находится уже в фазе консолидации. Наверное, там останется там 3-4 игрока, которые будут работать с нормальной экономикой. Как-то вот так. Бизнесово, как бы классно. Очень интересно. Очень интересно. Ну и, опять же, в России, на самом деле, вот анализирую сейчас то, что происходит в Париже, да, и во Франции как бы закрытием. Ну, очевидно еще раз, что в России это люди как бы умеют бизнесово бизнес строить, да, то есть есть сразу как бы работа с городом, самокаты замасштабировались-то очень сильно, да, там, ну, опять же, цифры, наверное, есть открытые по Москве. Масштабирование очень быстро, но при этом сказать, что бардак какой-то происходит, ну, вообще нет, да, то есть одновременно работа со стороны города, есть парковки, есть там какое-то ограничение по квотированию по самокатам по воду по игрокам, есть история про как бы штрафы, про там ПДД сразу подключились, там все причесали, поэтому, ну, вообще красавчики, и город молодцы, и как бы бизнес развивается. В Париже, ну, там, мы все знаем, да, про историю, что были долго торги там по тому, а кто придет, кто не придет. В итоге выбрали там 3 компании, которые запустились, они поработали. Ну, как мне кажется, город сам там все как бы профукал просто, и в итоге оно получилось так, что все валяется. Какие-то сделали там голосования, которые как-то проголосовали люди. Там, по-моему, там проголосовало там 2% от населения, что ли, всего, и сказали... 7. Все, 7. Ну вот 7, да. Все, мы закрываемся, да. Никому не надо. Ну, блин, здрасте-ка, люди же пользуются, давайте мы как-то открыто поговорим и проблему решим. Поэтому в России, мне кажется, классно. Жалко, что наших ребят не пускают в Европу, так бы они показали уровень бизнеса, я думаю, достойный. Я знаю, что ВУШ подавал заявку на участие там, да. Но вроде их не взяли. Да. Нет, они там даже начали активно готовиться к запуску в Португалии, но потом весь этот бизнес пришлось там продать, собственно. Понятно. Они могли бы туда зайти, да, было бы интересно. Хорошо, спасибо, да, мне было интересно, что ты думаешь про этот рынок, потому что сейчас он сильно больше на слуху, чем каршеринг. И, кстати говоря, кикшеринг один из тех рынков, который затмил собой историю про каршеринг опасный. Теперь у нас самокаты опасные. Вас вообще забыли, согласен, понимаешь, отодвинули в сторону. Так что вам можно... Ну, просто ребята очень быстро замасштабировались. Да, там скорости даже выше, чем в каршеринге еще там несколько лет назад. Ну, там просто все как бы улетело в небеса. Очень активно, да. Так что вы можете им благодарственное письмо написать от одной индустрии, другой. Позвоню ребятам из Юрента, ребята, спасибо, что... Спасибо, что прикрываете нас на там, Первом канале, да. Слушай, очень уже мы с тобой много поговорили. Прям спасибо огромное за интересную беседу. Я желаю тебе и твоей команде
продолжать делать крутой продукт, потому что я лично сам персонально очень люблю City Drive, очень классный продукт, и вы добавляете разные штуки, и мы на вас кучу раз путешествовали по стране. Ну и вообще как бы я Здорово. активный такой хард-юзер. Поэтому я вам желаю исключительно, чтобы экономика сходилась, Да, чтобы очень китайский много разговоров автопром... про экономику, да, но просто всем, мне кажется, важно это понимать, чтобы люди... Мне хочется, чтобы это было максимально прозрачно и понятно, как, откуда ценообразование складывается и вообще почему оно такое, потому что, ну, понятно, что как бы цены подрастают постепенно и очень много негатива возникает. Вот, и, конечно, хочется, чтобы услуга была там и дешевая одновременно, и классная, но это реальный мир, и разные бывают движения там по стоимости везде, поэтому чуть, наверное, многовато, возможно, про экономику, но это важно. Нет, в целом нормально. В смысле, мне хотелось бы раскрыть эту тему, потому что очевидно, что цены будут расти. Если кто-то, ну вот из зрителей, там, да, из пользователей питает иллюзии, что цены будут стоять на месте, не будут. Ну, как бы это совершенно очевидная история. Поэтому чем больше ты рассказал про то, из чего складывается, как работает, какие факторы давят, собственно, на цену, и как вы пытаетесь удержать их, да, чтобы быть конкурентными, это, в общем, может быть, даст кому-то понимание, почему, собственно, сегодня там 15 рублей, а не 13, как было вчера. Ну, в общем, в минуту я имею в виду. Как-то так. Хорошо, Эд, спасибо тебе большое за уделенное время. Спасибо, Юр, очень приятно, очень интересно. Будем ждать от вас Спасибо. Будем ждать от вас новых классных продуктов, роста автопарка, конечно же, электричек и вот этого всего. Спасибо. Спасибо. О, подожди, нет, давай, может, ты что-нибудь хочешь сказать пользователям? Во, хорошая история. Да, хочу сказать, что хотел бы, чтобы все пользователи, когда они как бы сталкиваются с какой-то проблемой или с какой-то неудачей, которая возникла, хочу, чтобы все понимали, что мы каждую минуту, каждый час, каждую встречу у нас как бы всегда номер 0 — это то, чтобы клиенту было хорошо, чтобы клиенты были довольны. Поэтому я вот много сказал про экономику, да, но экономика, мы ее как бы максимально отодвигаем везде, нам как бы важно, чтобы клиенты были довольны. Если что-то у вас происходит не так, там всякое бывает, да, дайте нам знать, дайте мне лично знать, мы с этим разберемся и там все ситуации максимально порешаем. Нам очень хочется, чтобы вы пользовались, понимали, что мы эту услугу делаем для людей, чтобы она была как бы человечная, да, как бы с лицом. Очень надеюсь, что оно так и есть, но если есть какая-то обратная связь, мы всегда открыты и ждем ее. Класс. Спасибо, Эд. На связи. Спасибо, Юр.